Думаю, практически каждый человек испытывал на себе неловкое чувство, когда его упрекали в безответственности. Или, по крайней мере, вы видели, как другим людям было неловко от такого упрека. И вроде все дела шли правильно, но не все получалось, как хотелось, а подобный упрек бьет в самое сердце и оставляет очень неприятный след в нашей психике. В то же самое время многие руководители постоянно сетуют на то, что негде взять ответственных сотрудников, которые без лишних напоминаний выполняли бы свои обязанности. Что же тогда такое ответственность и как полностью стать ответственным, чтобы не получать упреки от окружения? Как сделать сотрудников ответственными, мы разберем в этом видео. Вы на канале Фавелион, я Култышев Сергей. Здесь я делюсь только проверенными и неизменно дающими хорошие результаты инструментами управления бизнесом и правила комфортной жизни. С самого начала я хочу сказать, что ответственность – это не вина, как принято считать в нашем обществе, а это состояние, когда ты готов и способен доводить начатое дело до ожидаемого результата и исправлять свои ошибки, если результат не получается с первого раза, а также признание своих ошибочных идей, которые невозможно реализовать. Почему же мы начинаем испытывать чувство вины, когда что-то идет не так, и как мы попадаем в такое состояние? Когда какой-то человек, выслушав вашу идею или отношение к чему-то, начинает нас в этом переубеждать, и неважно каким способом, обесценивая или просто вызывая сомнения, и когда ему это удается, то мы теряем свое собственное убеждение и в первую очередь в отношении себя, и таким образом становимся безответственными. Такое утверждение справедливо, конечно, только в том случае, когда мы изменяем свое отношение без собственного анализа ситуации, а просто принимаем сторону этого человека на веру, потому что не хотим в этом разбираться. Особенно, когда нас к этому принуждают. И такой вывод можно сделать из одного очень интересного определения ответственности. Ответственность – это непризнание и отрицание права кого-либо или чего-либо на вторжение между самим человеком и любым существом, идеей, предметами и временем, и принятие полного права на свое отношение к ним. То есть можно сказать, что если я позволяю кому-то изменять мое отношение к другому человеку, вещам или идеям без рассмотрения и согласия его поменять, то я становлюсь безответственным. Например, возьмем молодую семью. Женщина любит своего супруга, доверяет ему, они вместе планируют свои покупки, поездки в отпуск, и у них много совместных увлечений. Она больше, конечно, занимается домом и уютом в нем, а его супруг много работает, часто задерживается, ведь он дал обещание обеспечивать всем необходимым семейный очаг. Иногда он позволяет себе со старыми друзьями выпить по кружечке пива. Но маме этой женщины не очень нравится такой образ жизни, да и детей они пока не планируют, и она время от времени высказывает свои сомнения дочери по поводу искренности отношений ее супруга и начинает упрекать свою дочь в излишней доверчивости. Она делает такой вывод из своего жизненного опыта, наблюдая за другими супружескими парами, и в каждом таком разговоре она приводит какой-нибудь случай в качестве доказательства. И вот в какой-то момент ее дочь начинает сомневаться в своих собственных убеждениях. С нарастанием беспокойства она начинает постепенно выяснять у супруга, чем он занимается, почему задерживается на работе и что они делают с друзьями. А он от такого поворота недоумевает, ведь он никогда ни повода не давал для недоверия и начинает время от времени раздражаться. Видя такую реакцию, его жена начинает с ним ссориться, говоря, что мама действительно права, что у него уже не то отношение к ней, как было раньше. И это очень яркий пример, когда молодая женщина теряет свою собственную ответственность за свои семейные отношения и начинает их постепенно разрушать, приняв мнение мамы за достоверные факты. А что такое факты и мнения, я рассказывал вот в этом видео, которое сейчас появляется на экране. Еще одна причина, по которой люди теряют собственную ответственность, это принуждение к ответственности, без понимания сути вопроса и возможности принятия собственного решения. Поэтому можно сказать, что чтобы человек решил быть ответственным за что-либо, ему необходимо преодолеть идею о том, что его принуждают к ответственности. То есть человек должен быть способен увидеть разницу между тем, когда его упрекают, что он не сделал что-то, то, что обещал, от того, когда его пытаются обвинить в чьих-то чужих ошибках. Вот рассмотрим давайте еще один пример. Администратор торгового зала в ресторане постоянно указывает официантам на то, что они должны, кроме своих собственных обязанностей, еще и поддерживать чистоту в зале, наводить там порядок, подметать полы, выносить мусор и так далее. Он так экономит на уборщице, а хозяину заведения показывает, что он заботливый администратор и печется о прибыли владельца. Но в какой-то момент владелец застает официанта за тем, что он выносит мусор, в то время как в зале посетители нервничают из-за его отсутствия. Он делает замечания официанту по поводу обслуживания клиентов и выполнения его прямых обязанностей,
И в этот момент администратор, видя такую ситуацию, конечно, тоже высказывает своему официанту недовольство. Он пытается доказать владельцу, что персонал не хочет работать как нужно и что им постоянно нужно давать указания. Так он пытается переложить свою нерадивость на плечи подчиненных. Это срабатывает, если человеку удается заставить кого-то другого взять на себя вину за его нерадивые действия, приписав ему так называемую ответственность за происходящее. Однако, если этого не удается сделать, и официант не берет на себя такую ответственность, все это возвращается администратору обратно. И теперь он просто выдвигает обвинение в адрес официанта. Так ответственность превращается в вину. Так люди начинают ощущать на себе несправедливость и принуждение к ответственности, когда их заставляют брать на себя вину за чужие ошибки. Поэтому у любого человека должна быть своя собственная свобода выбора в отношении того, как он будет выполнять свою работу, за которую он взялся и согласился с правилами ее выполнения. Когда он понимает, что выполнение указаний руководителя тоже является частью обязанностей, особенно если они не идут вразрез с тем, что от него ожидается. Свобода выбора все же занимает главенствующее положение по отношению к ответственности. То, что человек совершает вопреки своей воле, работает как нанесение вреда самому себе. В таком случае человек что-либо делает, не имея желания это делать, и в итоге результатом будет действование без понятия ответственности. С другой стороны, из-за непонимания происходящего, руководители начинают считать, что сотрудники вообще не могут быть ответственными, и поэтому упрощают свою работу до простой раздачи указаний, что и кому нужно делать. Но при этом им приходится держать в голове весь производственный цикл каждого сотрудника, что, конечно, совершенно нереально. Так даже хорошие руководители начинают допускать грубые ошибки и действовать нелогично. Из-за непонимания этого механизма в современном обществе все в большей и большей степени навязывается действование, и все в меньшей и меньшей степени наблюдается желание действовать. И в конце концов люди действуют в основном не неся никакой ответственности. Отсюда низкий уровень профессионального мастерства, высокая преступность, бедность и желание жить на пособие. Но если людей, которые не хотят работать, принуждают работать, это приводит к тому, что люди начинают выполнять свою работу плохо, скрывают грубые ошибки и начинают допускать, что совершать преступления против принуждения – это нормально. Все это в итоге приводит к деградации людей, организаций и общества в целом. Но когда человек выполняет свою работу плохо, он хорошо это осознает, и чтобы не приносить неприятностей себе и другим людям, он просто перестает что-либо делать, чтобы просто не приносить никому вреда. Например, возьмем продавца, который не может освоить свою профессию хорошо. Каждый раз при встрече с покупателем он ничего не может ему продать, не может выяснить его проблемы и правильно подобрать продукцию. Каждый раз при неудаче он раздражается, и покупатель уходит недовольный. Он начинает осознавать, что так он приносит вред предприятию и перестает подходить к покупателям. И как только в магазин захочет очередной посетитель, он делает вид, что сильно занят, и избегает очередного контакта с посетителем. Поступая таким образом, человек постепенно начинает снижать уровень своих способностей. Он делает это за счет снижения активности, и как неизбежность он снижает уровень своего собственного знания. Но так как человек не может ничего не делать, то единственным для него решением этой проблемы будет действовать без принятия какой-либо ответственности, и это превращается в шаблон поведения и распространяется на все стороны его жизни. И мы видим, что у такого человека не только на работе дела идут плохо, но и в семье он не может поддерживать хорошие отношения, с воспитанием детей у него будут проблемы, да и зачастую личные вещи будут не в порядке. И это происходит из-за того, что он вообще перестает что-либо думать перед тем, как что-то сделать. И мы иногда видим людей, которые готовы взять на себя даже вину за то, что им причинили вред. Таким образом, можно проследить следующую закономерность. Если человека лишить ответственности за свою работу любым из вышеперечисленных способов, то у него пропадает необходимость принимать какие-либо решения, так как за него решение принимает кто-то другой. После этого он начинает плохо выполнять указания своего руководителя, так как он не только не согласен с таким положением дел, так еще и не понимает, почему это нужно делать именно так. А для того, чтобы чувствовать себя хоть как-то сносно, он начинает придумывать объяснения и оправдания своим бездействием. Но это дает полное право его окружению начинать полностью контролировать этого человека. И так человек становится совершенно безответственным и никчемным сотрудником. И теперь, чтобы помочь ему опять стать ответственным человеком, необходимо проделать обратный путь в соответствии с этой цепочкой событий. Поэтому единственным выходом из состояния безответственности – это дать возможность людям действовать по собственному выбору в рамках тех обязательств, о которых вы с ним договорились, и он согласился изначально. Важно восстановить его желание делать что-то по собственному решению, а не при помощи наказаний и принуждений.
Только после этого у него появится желание брать полную ответственность за то, что он делает, и за получение результата от этой деятельности. Ответственность можно восстановить в любом человеке. Полная ответственность не допускает никакого компромисса с собой. Это означает ответственность за все действия, за проявление всех своих эмоций и реакций во всех сферах жизни и деятельности, будь то на работе, дома или просто в общественном месте. Существует шкала ответственности, простирающаяся от полной ответственности до полной безответственности. Полное отрицание ответственности – это полное признание того, что полностью находишься под контролем своего окружения. Взятие же ответственности – это утверждение своего контроля над окружением, в том числе людьми в этом окружении, без того, чтобы испытывать необходимость осуществлять контроль над ними. Давайте теперь посмотрим, как же восстановить ответственность человека, как за то, что он делает, так и за его собственную жизнь в целом. И первое. Нужно сначала добиться, чтобы человек начал выполнять приказы, если это сотрудник, или просто указания. Для этого необходимо с ним прояснить его обязанности, какие от него ожидаются результаты, и помочь ему освоить эту работу выполнять хорошо. Ведь обязанность любого руководителя или лидера – помогать своим подчиненным хорошо выполнять работу. Важно обращать внимание на то, что приказы не должны идти вразрез с его обязанностями или с его пониманием работы. Они должны быть логичными и обоснованными. Старайтесь объяснять ему, как нужно это делать и почему это важно. Делайте этот шаг до тех пор, пока человек не будет выполнять указания легко и без каких-либо расстройств и оправданий. Второе. Переходите ко второму шагу и теперь, отдавая приказ, что нужно сделать, спрашивайте, как он собирается это делать, почему это наиболее логично и рационально. На этом шаге вам нужно восстановить его способность самостоятельно принимать решения, чтобы он начал чувствовать, что он важен для вас как человек, и его мнение имеет определенную ценность. Если его решение будет ошибочным, то разберите с ним эту ситуацию, что не так и к чему это может привести. Направьте его внимание на более рациональное решение, но не принимайте решение самостоятельно. Третье. На этом шаге вам необходимо просто давать задание, какой результат вам нужен от этого человека, а не какую работу нужно выполнять. Попросите его подготовить план реализации задания или проекта, и пусть он вам его презентует и отстоит свою точку зрения. Так вы добьетесь того, что он начнет брать ответственность за собственные действия и за результаты своей работы. Так вы восстановите его желание быть ответственным человеком. А для того, чтобы вы сами смогли почувствовать, как вы можете оказаться в положении безответственности в своей жизни, я вам предлагаю сделать тоже простое упражнение. Первое. Вспомните и запишите 3 случая в своей жизни, когда вы допустили, чтобы кто-то изменил ваше отношение к кому-то или к чему-то. Второе. Вспомните, какое изначально было ваше отношение к этому человеку или предмету. Третье. Посмотрите, почему вы решили изменить свое первоначальное отношение, кто повлиял на ваше решение и что вам при этом говорили. Четвертое. Обратите внимание, как изменилась ситуация с этим человеком или вещами, каким стало ваше отношение к ним. Пятое. Оцените, какое из них было наиболее правильное, начальное или последующее. Воспользовавшись этими по-настоящему бесценными данными, вы сможете изменить не только собственную жизнь, но и ваше окружение и получать удовольствие от взаимодействия с вашими подчиненными или близкими людьми. А еще я предлагаю вам посмотреть вот это видео, как разрешить любую проблему, где я рассказываю об этом достаточно подробно, что также поможет вам не попадать в трудные ситуации или с легкостью из них выходить. Ну и как обычно, не жалейте лайков. Пишите, что вы про это все думаете, и подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всем успехов и наслаждения жизнью.